Так что это очень и очень важный уровень. И еще одна вещь, которую я также наблюдаю, это довольно масштабный недельный паттерн W. Если я использую линейную шкалу и консервативно подтягиваю вырез к минимумам, а затем просто перемещаю этот показатель вверх к вырезу, вы видите, что это дает нам где-то около 7576 центов, и это определенно будет моей следующей целевой областью для рассмотрения, потому что это уровень фибрилляции предсердий составляет 0,5. Вот и все. 0,5% фибрилляции предсердий – это все, что нужно после того, как вы превысите эти 3 балла, потому что обычно это ваш уровень отклонения, который может привести к тому, что мы называем отскоком от мертвой точки. Я думаю, что в ХСРП больше сока, чем в этом. Я действительно вижу больше информации, но я просто хочу ознакомить вас с техническими подробностями. Я преподаю вам урок о том, как работает этот инструмент для борьбы с ФВБ. Так что будьте внимательны к этому вопросу. А теперь, дамы и господа, я хочу, чтобы вы все оставались бдительными в этом вопросе. Восходящий ценовой импульс заложен в наших картах для армии XRP. И поскольку это происходит с графиками, мы также видим, что Гэри Генслер находится здесь и дает показания о том, чтобы попытаться получить больше денег для финансирования CC. Он заявил, что криптография – это область, в которой наблюдается значительное количество нарушений требований законодательства. У нас очень напряженные отношения. У нас увеличились ресурсы, но мы всегда могли бы использовать их больше. Да неужели же это так? Вот здесь у нас есть члены Конгресса, которые заявляют, что с нетерпением ждут встречи с ним. 18 апреля Гэри Генслера будут допрашивать на допросе перед Конгрессом. Том Эмер и другие члены клуба произвели свои предупредительные выстрелы. И поверьте мне, когда я говорю это всем вам, я с нетерпением жду, когда Гэри будет поставлен на свое место. А теперь, ребята, как бы то ни было, у нас было легендарное выступление Джона Дитона и Джереми Хогана, рассказывающих о деле Ripple, стенограмме библиотеки, Coinbase и многом другом. Но я специально снял 2 разных клипа, которые, как мне кажется, внесут большую ясность в то, чего следует ожидать каждому из вас. Мы приближаемся к кульминационному моменту в этом деле, и 2 лучших в отрасли, эти легендарные юристы из сообщества XRP, прекрасно разбираются в этом вопросе. Как вы думаете, знает ли судья Торос о том, что происходит в библиотеке, и обо всем, что происходит? Как вы думаете, читает ли она комментарии судьи, или как вы думаете, это уже другой судья и другой окружной суд? Мне не нужно беспокоиться по этому поводу. Каково ваше мнение по этому поводу? Так что я не думаю, что судьи живут в вакууме. Я думаю, что если какая-то проблема является достаточно серьезной, то они понимают, что здесь кроется что-то важное. И, конечно же, когда у вас есть 1000 людей, слушающих какое-то, знаете ли, я не хочу сказать глупое, но какое-то глупое слушание, которое мы провели пару лет назад по какому-то вопросу об открытии, у вас есть 1000 людей, слушающих это своего рода сигнал судьям о том, что это очень большое дело. Единственное, что мне пришло в голову, это то, что кто знает, что делает судья Торос, а что нет. Но еще одна вещь, о которой многие люди не задумывались, заключается в том, что у этих судей федерального суда есть, по-моему, 2 юриста-клерка. А юристы-клерки, как правило, действительно умные ребята, которые заканчивают юридическую школу и идут работать на судью в течение 2-3 лет. Они должны указать это в своем резюме. Это очень хорошая вещь, и это очень хорошо. Их нанимают на работу в крупные юридические фирмы, где они зарабатывают много денег. Но это могут быть парни или девушки лет 20-30, а может быть и 30 с небольшим. И еще. Да, вы не можете недооценивать степень влияния, которое адвокат может оказать или не оказать на это дело. Таким образом, решение будет принимать судья, но не стоит недооценивать тот факт, что адвокат, которому по 30, возможно, владеет криптографией. Возможно, его брат добывает биткоин, мог бы провести исследование и фактически написать заключение под руководством судьи. А вот это очень важный момент, который вы все должны понять. Этот судья понимает, насколько масштабным и важным является это дело. И я не могу не подчеркнуть, что 75-летний судебный иск армии XRP против SEC, представленный Джоном Дитоном, очень важен. Масштабность этого дела вызовет шоковые волны во всей отрасли, и эта судья прекрасно отдает себе отчет в том, какое влияние она окажет на ситуацию. То влияние, которое Хоган оказал на молодых сотрудников, помогающих составлять стенограммы и давать рекомендации, также важно, поскольку они могут быть более продвинутыми в технологическом плане. И я хочу, чтобы вы все имели это в виду, когда мы перейдем к следующему ролику. Просто для удобства зрителей вам понадобятся присяжные заседатели, когда вам нужно будет взвесить эти показания и решить, какой из них более достоверно. И именно для этого вам действительно нужны присяжные заседатели. И я не думаю, что вопрос о вложении денежных средств – это именно то, что будет передано присяжным заседателям. Хорошо, а как насчет второго фактора? Очевидно, что это общее предприятие, и это то, над чем мы с вами тыкали шлангом, а также другие участники теории SEC.
Как вы думаете, есть ли у нее достаточно оснований для того, чтобы принять решение об общем предприятии, или вы думаете, что это может стать решающим фактором для присяжных? Я тоже не думаю, что это именно тот самый фактор. Я думаю, что ситуация с сайтом Reddit достаточно ясна. И к тому же у нас в прошлом было 1012 судей в криптопространстве, на которых мы можем посмотреть, которые приняли такое решение, основываясь на имеющихся у них фактах. Так что я тоже не думаю, что это тот самый случай. Все в порядке. И, наконец, в заключение я хочу сказать, что это двусторонний тест. Вот почему некоторые люди называют его четырехфакторным тестом, а некоторые трехфакторным. И первый этап третьего этапа – это, по сути, разумное ожидание прибыли, полученной в результате усилий компании Ripple. А как насчет этого фактора? Является ли он тем фактором, который, по вашему мнению, может быть вынесен на рассмотрение присяжных или нет? Именно этот вопрос, по-моему, был бы подходящим. Если она собирается направить его на рассмотрение присяжных, я думаю, что это будет именно тот случай, благодаря вашей работе. У нас есть много фактических данных. У нас есть письменные показания под присягой, которые были представлены. У нас есть встречные факты от комиссии по ценным бумагам и биржам, их немного, но некоторые из них есть. И поэтому, если бы я был судьей и сказал, знаете что, я не собираюсь выносить решение по этому поводу, это дело будет передано на рассмотрение присяжных заседателей. Вероятно, именно по этому вопросу я и хочу, чтобы присяжные вынесли свое решение. О чем думал покупатель XRP в 2017 году, когда он или она совершали покупку? А что такое XRP? Хорошо, а теперь перейдем к делу. А затем, очевидно, мы поговорили о справедливом уведомлении. Согласны ли вы с Ripple в том, что если бы она сказала, что Ripple продала XRP в качестве инвестиционного контракта в течение определенного периода времени, как вы думаете? Тогда это был бы суд присяжных по вопросу о том, было ли у Ripple справедливое уведомление. Или вы думаете, что судья мог бы в упрощенном порядке решить так или иначе, что они сделали или нет? Вы не получили справедливого уведомления? Это хороший вопрос. Компания Ripple явно пошла на риск, потому что они не стали спорить о справедливом уведомлении, кроме как сказали, что это вопрос факта, который должны решить присяжные. Я думаю, что если бы я просто позволил себе немного подстраховаться здесь. Если судья все-таки поставит вопрос перед присяжными, то это будет касаться только комиссии по ценным бумагам и биржам. В этом будет виновата комиссия по ценным бумагам и биржам, потому что они привлекли к ответственности Ларсона и другого исполнительного директора. Гарланд Хаус, мне очень жаль. Они переехали в Гарленд Хаус в Ларсоне. И вот еще что. Вы очень, кстати, забыли о парне, который может наслаждаться только вашими волосами на лице. Но ведь он всего лишь генеральный директор, не так ли? Так или иначе, поскольку они привлекли его к ответственности, я думаю, что справедливое уведомление защиты о том, о чем они думали, когда продавали свой XRP, подходит для того, чтобы присяжные могли принять решение. А когда у вас какая-то часть дела передается в суд, судьи всегда думают об эффективности судебной системы, не так ли? Таким образом, они с большей вероятностью отправят другой фрагмент, а именно фрагмент Рипла, также в суд и скажут, знаете что, поскольку нам нужно, чтобы присяжные выяснили, о чем думали Ларсон и Гарленд Хаус в те дни, мы также собираемся просто давайте позволим им также выяснить, чем занимался Рипл в те дни. Это восходит к тому, о чем, как мне кажется, мы с вами договорились в самом начале рассмотрения дела, а именно о том, что предъявление обвинений двум руководителям по делу, не связанному с мошенничеством, было очень большой ошибкой. Я абсолютно уверен в этом. В этом я полностью с вами согласен. Я думаю, что комиссия по ценным бумагам и биржам, если бы они могли вернуться в прошлое, я думаю, тоже вероятно захотели бы отменить это решение. Хорошо, и мы собираемся подвести итоги Джереми, но мой последний вопрос, я думаю, таков. Вы удивлены тем, что до сих пор не было достигнуто соглашения? А если вы удивлены, то связываете ли вы это с политикой и повесткой дня или с чем-то еще? Потому что я считаю, что если бы это дело касалось соблюдения законов о ценных бумагах, оно было бы улажено давным-давно. Таково мое личное мнение. Так что же вы об этом думаете? Я думал, что это дело будет улажено еще в 2021 году, но я был наивен. И по мере того, как я узнавал и изучал все больше дел, в которых участвовала комиссия по ценным бумагам и биржам, все, что вам нужно сделать, это ознакомиться с этой стенограммой слушаний в библиотеке. К тому же комиссия по ценным бумагам и биржам действует не как обычный участник судебного процесса. Совершенно очевидно, что это не их деньги. Им на это наплевать. Так что это совсем не похоже на то, что когда я подаю в суд на страховую компанию, эта страховая компания должна отчитываться перед своими акционерами. Почему мы потратили $1 000 000 на борьбу за дело с нулевым результатом в $10? Они должны сами объяснить это. Очевидно, что комиссия по ценным бумагам и биржам не обязана объяснять, почему они делают то, что делают, с кем бы то ни было. И поэтому они действуют не так, как в обычном судебном разбирательстве. А теперь, дамы и господа, вот тут-то и возник важный момент, который мы не можем упустить из виду. Речь идет о том факте, что комиссия по ценным бумагам и биржам финансируется государством за счет налогоплательщиков. Я не могу поверить, что мы финансируем этих маньяков. Тот факт, что они финансируются за счет долларов налогоплательщиков, делает так, что им совершенно наплевать на бюджеты. Вот почему это так важно и почему я дал вам первоначальную информацию о том, почему Гэри хочет получить больше финансирования. Чтобы он мог тратить больше наших денег на попытки задушить инновации и уничтожить розничных инвесторов.
Соединенным Штатам прямо сейчас необходимо занять твердую позицию. Конгресс 18 апреля должен занять твердую позицию и добиться того, чтобы в криптоиндустрии наступил новый день. Гэри Ганслера нужно уволить. И я хочу, чтобы это произошло именно так. К черту комиссию по ценным бумагам и биржам и все, за что они ратуют. И я не могу не подчеркнуть это в достаточной степени. А теперь, ребята, я собираюсь дать мощный поворот в направлении этого видео и напомнить вам всем этот клип из программы спасения банка ЭВБ. Как они в настоящее время называют это спасением 10 китайских миллиардеров, у которых было $13, $3. У нас в банке лежит $1 миллиард. Легенда гласит, что они спасают нас. Но на самом деле они выигрывают у богатых время, чтобы выбраться отсюда. И вот еще на что я хочу обратить ваше внимание, прежде чем напомню вам об этом клипе. Гэри Генслер находится здесь, в Соединенных Штатах, и принимает ужасные правила ЭСК, чтобы ограничить возможности инвестирования и сделать все более благоприятным для климата. В то время как он вложил непосредственно в Vanguard большую часть своего состояния от 40 до 100 миллионов долларов. Компания Vanguard находится здесь и инвестирует средства в китайские нефтяные компании. Разве это не является глубоким конфликтом интересов? А где же, черт возьми, ответственность за это? Имейте это в виду по мере того, как будет разворачиваться это дерьмовое банковское шоу. Публично сообщалось, что у ВВБ было большое количество китайских инвесторов, которые находятся там, в том числе некоторые из компаний, напрямую связанных с Коммунистической партией Китая. Будут ли эти частные лица, компании, юридические лица и инвесторы, которые являются китайскими инвесторами, признаны целыми на основе оценок в моих банках в Оклахоме? Итак, я спрашиваю вот о чем. Будут ли мои банки в Оклахоме платить специальную оценку, чтобы иметь возможность привлечь китайских инвесторов из банка Силиконовой долины? Незастрахованные инвесторы будут полностью обеспечены в этом банке, и я предполагаю, что сюда могут входить иностранные вкладчики и иностранные вкладчики. Но я не верю, что существует какое-либо юридическое основание для дискриминации незастрахованных вкладчиков. А также, дамы и господа, вот и все, что вам нужно сделать. Это признание Джанет Йеллен было глубоким и глубоким. Вот с каким чудовищем мы имеем дело. И всегда помните об этом в глубине своего сознания. А теперь, ребята, знакомое лицо Майкла С. Бора давало вчера показания на слушаниях в Сенате. Но прежде чем мы перейдем к этим показаниям, я хочу, чтобы вы все прослушали этот краткий отрывок, в котором сенатор обращается к регулирующим органам и обращается к широкому инвестиционному розничному сообществу. Это важный поворотный момент в мировой финансовой истории, и мы являемся главными разрушителями этого процесса. Крах банка Силиконовой долины, находящегося под наблюдением Федеральной резервной системы, очень ясно ставит под сомнение то, была ли часть этого доверия неуместна или нет. Не сомневайтесь, львиная доля вины лежит на некомпетентных руководителях банков. И просто возмутительно, что эти люди получали бонусы и продавали акции в дни, предшествовавшие банкротству банка. Мы должны привлечь этих руководителей к ответственности по всей строгости закона и вернуть эти бонусы и продажи акций обратно. Я являюсь соавтором законопроекта, направленного именно на это. Но, как я изложила в письме к вам, вице-председатель Барр, которое, кстати, было подписано 11 другими сенаторами, охватывающими идеологический спектр, вызывает серьезную озабоченность тот факт, что участники розничной торговли, буквально обычные люди, смогли понять, что с банком Силиконовой долины что-то не так, до того, как ваши регулирующие органы приняли соответствующие меры. Так вот, у этих людей нет доступа к непубличной информации, как у банковских экспертов. Но когда пользователи Reddit и Twitter могут обнаружить бесхозяйственность банка раньше, чем регулирующие органы, значит, что-то ужасно не так. А теперь, дамы и господа, причина, по которой я прокрутил этот клип, заключается в том, что это послание нашло отклик у меня. Это символично для того, что мы, сообщество XRP, делали с этим делом XRP для всей криптоиндустрии в течение 2 лет. Что символично для того, что сообщество XRP делало, раскрывая дедоларизацию, трещины в системе SWIFT и замену финансовой системы в течение последних 5-6 лет. Уже много лет. Это символизирует то, что делает сообщество XRP, демонстрируя, что XRP на самом деле является избранным по сравнению с биткоином Maxis Bitcoin. У нас есть документы, подтверждающие это. У нас есть партнерские отношения, позволяющие сделать это возможным. И у нас есть необходимые для этого технологии. Мне забавно, что я являюсь каким-то анонимным ублюдком в интернете, которого никто не знает, и мне удалось получить такую оценку.
Все мы смогли получить такую оценку раньше, чем 99,9% населения планеты. И именно сейчас люди начинают, черт возьми, просыпаться потихоньку. Банкротство банков стали катализатором великого пробуждения людей к пониманию этой финансовой пирамиды Понци. И я действительно хочу знать, чем, черт возьми, закончится эта история. Но если быть честным, я уже знаю, чем все это закончится. Все закончится тем, что каждый из вас, членов сообщества XRP, станет новым 1% пользователей.